Если вы думаете, что родители – это всегда самые близкие и дорогие люди в жизни, то вы глубоко ошибаетесь. Меня зовут Нокс, и сегодня я расскажу о самых ужасающих случаях, когда родители убивали своих детей. А в конце видео вы узнаете, пожалуй, о самой жестокой и меркантильной семье из всех возможных. Мать убила свою дочку. Как вы думаете, те люди, которые учатся на учителей и воспитателей, все они действительно любят детей? Я думаю, что изначально все они идут в профессию как раз из-за этого. Но почему-то, вспоминая свои школьные годы, Я не отмечаю подобное проявление чувств у своих учителей. Почему же так происходит? Думаю, тут всему виной стресс. К чему я все это? Да к тому, что стресс реально может привести к ужасным последствиям. И вот тому пример. 24-летняя девушка по имени Джина, которая проживала в Германии, училась на детского воспитателя. Вообще, жизнь у нее сложилась весьма тяжелая. В свои годы девушка уже воспитывала 2 детей в одиночку и прикладывала все усилия для того, чтобы построить успешную карьеру. Она жила в чувстве перманентного стресса, что довольно серьезно влияло на нее. Однажды девушка случайно уронила свою 6-месячную дочку на плиточный пол. падение, как оказалось позже, оказалось очень серьезным. И что бы сделали обычные родители в такой ситуации? Конечно же, вызвали скорую помощь и повели своего ребенка на обследование. Но из-за того, что девушка постоянно жила в стрессе, она не могла спокойно оценить ситуацию. Джина, будучи в панике и страхе за будущее, не вызвала скорую помощь. Она была обеспокоена тем, что не сможет справиться с воспитанием травмированного ребенка, особенно учитывая, что у нее уже было 2 других детей, хотя на тот момент даже не было понятно, насколько серьезным было падение. В итоге, вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, Джина положила дочку в кроватку, надеясь, что состояние ребенка улучшится само по себе. Через 2 часа после падения девочка перестала дышать. Только тогда Джина вызвала врача, но было уже слишком поздно. Она скончалась. Последствия. Согласитесь, девушка поступила максимально нелогично. Как мне кажется, всему виной была именно высокая нагрузка на учебе и работе. А также тот факт, что ей приходилось воспитывать всех детей в одиночку. Но этот факт не убирает беспечности родителя. И именно тот факт, что девушка хотела стать воспитателем, сыграла большую роль. Ведь вся эта история получила огромный резонанс в обществе. Люди просто не могли поверить, что такой человек мог бы работать с их детьми. Из-за этого полиция обратила куда большее внимание на этот случай. Девушку сначала арестовали, а после предъявили обвинение в убийстве. В свою защиту девушка приводила тот факт, что она подвергалась излишнему стрессу, а также имела ряд психологических проблем, которые повлияли на принятие решений. В частности, Джина побоялась обращаться за помощью из-за страха ответственности. Вообще, на суде выяснилось, что девушка страдала от посттравматического расстройства и депрессии. В целом, я совсем не удивлен такому стечению обстоятельств, ведь она в одиночку воспитывала детей, строила карьеру, усердно училась. Кажется, у нее были только благие намерения. Но я считаю, что подобные люди не должны работать с детьми. Ведь представьте, что ваш ребенок просто упадет в детском саду с лестницы, а такой воспитатель не поведет его к врачу, ведь он испугается ответственности. Такого же мнения была и общественность. И именно этот факт сыграл ключевую роль в предъявленных обвинениях. Ну а о том, как закончился этот суд, к сожалению, история умалчивает. Убийство в Слуцке. Если вам кажется, что предыдущий случай был ужасным и жестоким, то приготовьтесь. Ведь то, о чем я расскажу вам дальше, может повергнуть вас в шок. Трагический случай произошел в белорусском городе Слуцк. Что там случилось? Об этом немного позже. А сначала давайте я раскрою личности всех ключевых лиц. В общем, это была многодетная неблагополучная семья. Родители довольно часто выпивали, а также привлекались к административной ответственности. Соседи не раз вызывали полицию по поводу шумных скандалов в квартире, но до этого случая никакие серьезные меры не предпринимались. И этот факт, как мне кажется, сыграл одну из ключевых ролей в случившемся. На самом деле, эта история очень жестокая и тяжелая, что мне самому тяжело про нее вам рассказывать. Что все-таки случилось? В общем, как вы могли понять, из-за
алкоголизма родителей в семье часто происходили стычки, и одна из них переросла в полноценное убийство. Вечером в одном из многоквартирных домов Слуцка разгорелся конфликт. Родители, употребившие огромное количество алкоголя, начали ссориться, и вскоре их гнев перекинулся на детей. В процессе конфликта они жестоко избили своего сына. Настолько сильно, что из-за полученных травм он скончался. И самое главное, вся эта сцена происходила на глазах других детей, что добавило дополнительный уровень жестокости к произошедшему. И тут лично у меня возникает вопрос. А можно ли было избежать этого случая? 100% да, ведь соседи уже давно жаловались на эту семейку. К тому же родители имели проблемы с законом, так что тут можно смело говорить о халатности правоохранительных органов. Как мне кажется, достаточно было бы просто лишить их родительских прав, а детей отправить в приют. В любом случае, этот вариант был бы намного лучше, чем смерть и разрушенная психика, последствия и общественный резонанс. Ну и как вы могли понять, последствия у этого случая были очень и очень весомые. Во-первых, родителей сразу же арестовали. Им были предъявлены обвинения в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью. Всем остальным детям потребовалась помощь психиатра. К сожалению, этот случай нанес им очень серьезную травму. Страшно представить, какие кошмары их мучили. А что общественность? Она лишний раз обратила внимание на проблему алкоголизма и домашнего насилия в семьях. Вообще, случай стал настолько резонансным, что широко освещался в СМИ. Более того, власти начали работать над законодательством и принимать полноценные меры, чтобы предотвращать подобные случаи. В частности, теперь полицейские усилили контроль над неблагополучными семьями. История из Пензы. Кажется, сегодня все мои истории будут какими-то поучительными в какой-то степени. Если в первом случае смерти ребенка можно было избежать, если бы девушка не находилась в состоянии перманентного стресса, а во втором, если бы правоохранительные органы больше уделяли внимание неблагополучным семьям, то в следующей истории огромную роль сыграет тот факт, что женщина оказалась без какой-либо поддержки. Правда, тут я бы хотел добавить, что она сама загнала себя в подобную ситуацию. Да и вообще, я ни в коем случае ее не оправдываю. В общем, история складывалась следующим образом. Женщина, которую звали Светлана, проживала в российском городе Пенза. У нее была вполне благополучная и полноценная семья, а также 2 детей. Но по какой-то причине женщина решила изменить своему мужу. Она тайно встречалась с другим мужчиной, у которого также была семья. К сожалению, одними прогулками и походами в кафе не обошлось. Эта женщина забеременела от того мужчины. Каким-то образом о неверности Светланы узнал ее муж. Естественно, это привело к серьезной ссоре внутри семьи. Да к такой, что отец 2 детей решил подать заявление на развод. И все бы ничего, если бы женщина смогла бы остаться со своим любовником и построить с ним новую семью. Но и он ответил ей отказом. Дело в том, что тот мужчина предпочел остаться со своей женой и детьми. видимо, их отношения были намного крепче, хотя, исходя из поступков того мужика, я бы не был уверен в этом. В результате Светлана осталась совершенно одна с 2 детьми. И не забывайте тот факт, что она уже была беременна от любовника. Да и хорошей, высокооплачиваемой работы у нее не было. Да и поддержки со стороны семьи и бывшего мужа не было совершенно никакой. Она сразу поняла, что 3-го ребенка она никак не сможет содержать. Поэтому решила скрывать факт беременности, роды дома и жестокое убийство. Я думаю, вы уже поняли, к чему сводится вся эта история. Да, эта женщина убила своего новорожденного ребенка. Вообще, она никогда не обращалась в медицинские учреждения и не стояла на учете. И этот факт помог ей какое-то время оказываться незамеченной. Но где она тогда родила своего ребенка? Вы не поверите, но прямо у себя дома. Да-да, без посторонней помощи, в самых неподходящих условиях. Честно говоря, я не нашел информации насчет того, были ли дети в этот момент дома. Очень надеюсь, что нет. Что она сделала с грудничком? Убила самым жестоким образом. В общем, у ее детей была одна ленточка, с которой они постоянно игрались в раннем детстве. И что вы думаете? Она взяла ту же самую игрушку, обмотала ей вокруг шеи ребенка и задушила его. Крайне жестоко, не так ли? Но замести улики у нее не получилось. Полиция, Довол, Ино быстро узнала о происшествии
и арестовала горе-мамашу. Светлане были представлены обвинения в преднамеренном убийстве. Медицинское освидетельствование обнаружило, что у нее были серьезные психологические проблемы. Женщина страдала от депрессии и посттравматического расстройства из-за развода с мужем и из-за того факта, что ее любовник также отверг ее. Среди общественности было очень много разговоров на тему поддержки женщин, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. И тут я могу согласиться, всегда нужно помогать людям, которые оказались в беде. Но одно дело помогать тем, кто попал в несчастье Из-за случайного происшествия, а другое дело из-за собственных действий. Хотя даже так, подобного происшествия можно было бы избежать, если бы у этой женщины была хоть какая-то поддержка. Мне жалко лишь того ребенка, которого убила эта горе-мамаша. А что вы думаете на этот счет? Делитесь своими мыслями в комментариях. Убийство в приемной семье. Казалось бы, я уже рассказал о многих очень жестоких и страшных случаях убийства детей в семьях. Но последний случай, о котором я бы хотел вам поведать, отличился своей жестокостью. Вот, как вы думаете, если семейная пара берет детей из приюта, то наверняка они просто любят их, ну или хотят каким-либо образом помочь и поддержать их. Так вот, не все так радужно, как хотелось бы. Семья Крайновых переехала в небольшой поселок Подобос. Они были весьма обособлены, не очень много общались со своими соседями, но и неблагополучными их не назовешь. У женщины по имени Елена из той семьи был свой ларек на местном рынке, а ее муж Евгений перебивался подработками. В целом, типичная жизнь в какой-нибудь деревушке. Но был один интересный факт. Крайновы приняли в свою семью несколько детей-сирот. Зачем? Скорее всего, не из-за особенной любви детям. По крайней мере, я именно так и считаю. Дело в том, что государство выплачивает значительные пособия, если вы берете на воспитание детей-сирот. И вполне возможно, Евгений и Елена действовали в корыстных целях, ведь хорошего заработка у их семьи не было. Правда, они не учли тот факт, что дети являются дополнительным источником расхода. Да и вообще, те ребятишки, которых они приютили, имели свои особенности, из-за чего им приходилось уделять много времени, сил и денег. И как вы можете понять, Крайновы не особо-то имели возможность это делать. Чем закончилась эта история? Лично я вообще в шоке от всей этой ситуации, ведь, взглянув на нее со стороны, Сразу становится ясно, что эта семейка не собиралась помогать детям, воспитывать их и дарить родительское тепло. Они желали лишь получать пособия. Ну а та головная боль, которая возникла из-за ребятишек, привела к неминуемым последствиям. Приемные родители столкнулись с рядом трудностей и сложностей в воспитании и содержании тех детей. И как вы думаете, к чему все это привело? Конечно же, к ссорам, дракам и к самому ужасному, что только может случиться. Евгений и Елена начали издеваться над приемными детьми. Они регулярно избивали их, морили голодом, унижали. В общем, обращались с ними самым ужасным способом. В конечном итоге организм одного из ребятишек не выдержал. Он умер из-за избиений и издевательств. И для меня самое странное то, что даже социальные выплаты и помощь государства не уберегли семью от произошедшего. Хотя, казалось бы, даже если ты содержишь детей из приюта только ради денег, то можно просто потерпеть, не тратить на них много денег, да и вообще действовать максимально экономно. Но нет, почему-то приемные родители решили издеваться над бедными ребятишками. этот случай вызвал бурю возмущения в обществе и поставил под сомнение систему контроля за приемными семьями. Многие задавались вопросом, как такие неблагополучные семьи могли получить опеку над детьми и почему социальные службы не следили за условиями их содержания. Хотя, как мне кажется, тут вопрос был в том, что Евгений и Елена смогли убедить всех, что их семья благополучная. Быть может, нужно было просто ужесточить проверки? После раскрытия обстоятельств дела, семья Крайновых была задержана, и против них были возбуждены уголовные дела. Елене и Евгению грозил серьезный срок по делу об убийстве. Более того, их действия могли быть расценены как мошенничество, ведь они брали детей из приюта только ради денег. Но о том, насколько их заключили под стражу в тюрьме и что стало с оставшимися детьми, история, к сожалению, умалчивает. Ну а если вы знаете, получили ли эти горе-родители по заслугам или нет, то пишите в комментариях. Сегодня я рассказал вам о самых ужасающих и интересных случаях, когда родители убивали своих детей.
А какая из перечисленных историй откликнулась у вас в душе больше всего? Лично я выделю ту, что произошла в Слуцке, где родители буквально на глазах других детей избили до смерти своего родного ребенка. И вообще та история заставляет задуматься над работой органов. Как мне кажется, там не хватает настоящих профессионалов. А знаешь, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram бота. Ссылка в описании. И спасибо вам за внимание.